Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать спицами вот такой простой рельефный узор на основе резинки 2 на 2. Узор односторонний, подойдет для вязания жакетов, жилетов, кардиганов, детских, взрослых и также для вязания шапок. Так выглядит изнанка. Здесь есть небольшие протяжки по 2 петли, поэтому двухстороннюю вещь связать им не получится. В данном образце у меня набрано 20 петель, и ширина такого образца 8 сантиметров. Вязала я из пряжи из Троицка подмосковной, 250 метров в 100 граммах, 50% шерсть, 50% акрил. Раппорт узора равен 4 петлям. Для образца я наберу количество петель кратное 4, плюс 2 петли, плюс 2 кромочные петли. Буду набирать 12 петель. 8 кратно 4, плюс 2 петли для симметрии и плюс 2 кромочные петли. Узор очень простой, подойдет для начинающих рукодельниц. Я набрала 12 петель и начинаю вязать первый ряд. В первом ряду кромочную петлю снимаю. Дальше вяжу 2 изнаночные и 2 лицевые. Это будет раппорт узора. Две изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. В конце нужно провязать 2 изнаночные и 1 кромочная. Переходим к вязанию второго ряда. Снимаем первую кромочную петлю и здесь вяжем по рисунку. Лицевые лицевыми петлями, изнаночные изнаночными петлями. В данном случае у нас будет 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, последнюю кромочную петлю вяжу изнаночной. Третий ряд вяжем тоже по рисунку, он аналогичен первому ряду. 2 изнаночные, 2 лицевые. Это есть раппорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые и в конце 2 изнаночные петли. Последняя кромочная изнаночная. Четвертый ряд вяжем 2 лицевые, тоже по рисунку. Какие петли видим, такие вяжем. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и последняя изнаночная. В пятом ряду нам нужно сменить цвет. Добавляем бордовый. Чтобы клубки не путались в процессе вязания, старайтесь каждый цвет держать с разной стороны. Например, бордовый цвет справа, синий цвет слева. Первую петлю кромочную в этот раз провязываем лицевой, так как цвет мы поменяли. Подтягиваем пряжу. Раппорт узора состоит из 2 лицевых петель и 2 петли снимаем. Как будем вязать? 2 лицевые, 2 петли снимаем на спицу, нить за работой, 2 лицевые, 1, 2, 2 петли снимаем, нить за работой, 2 лицевые и последняя кромочная.
Шестой ряд. Снимаем одну кромочную петлю, вяжем 2 изнаночные, 2 петли снимаем следующие, нить перед работой, 2 изнаночные, 2 петли снимаем, нить перед работой, 2 изнаночные, последняя кромочная изнаночной. В 7 ряду одну петлю снимаем, все остальные петли лицевыми провязываем. Последняя кромочная изнаночная. 8 ряд. Кромочную снимаем, провязываем 2 изнаночные, дальше 2 лицевые, дальше начинается раппорт узора, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и последняя кромочная петля. 9 ряд. Снимаем одну кромочную петлю и вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные по рисунку, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, последняя изнаночная. В 10 ряду первая петля кромочная, ее снимаем, вяжем 2 изнаночные, дальше начинается раппорт узора, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и последняя изнаночная. В 11 ряду меняем цвет пряжи, поднимаем синюю пряжу, начинаем вязать синим цветом. Первую кромочную провязываем лицевой, 2 петли снять, нить за работой и провязать 2 лицевые, 1, 2, 2 петли снять, нить за работой и провязать 2 лицевые, 1, 2, 2 петли снять, нить за работой и последняя изнаночная. В 12 ряду кромочную снимаю, следующие 2 петли снимаю, нить перед работой, вяжу 2 изнаночных, 2 петли снять, нить перед работой, 2 изнаночных, 2 петли снять, нить перед работой, последняя кромочная изнаночная. В 13 ряду все петли, кроме кромочных, вяжем лицевыми. Петлю снимаем одну, вяжем все петли лицевыми. Кромочная, изнаночная. 14 ряд.
Снимаем кромочную петлю. Вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, кромочная, последний изнаночный. 15 ряд. Снимаю первую кромочную петлю, вяжу 2 изнаночные. В 15 ряду вяжу все, как вяжу по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и последняя тоже изнаночная. 16 ряд. Снимаю первую кромочную, вяжу 2 лицевые. Раппорт узора состоит из 2 изнаночных, 2 лицевых. По факту вяжем именно те петли, которые мы видим. 2 изнаночные, 2 лицевые и последний изнаночный. Вот такой получился образец. А в 17 ряду нужно будет опять поменять цвет пряжи и повторять все то, что мы вязали с 5 по 16 ряд. Раппорт узора 5-16 ряд. Смена нити происходит каждые 6 рядов. Изнанка, посмотрите, какая получается. Протяжки есть, но они не очень большие. Отличный узор, подходит для детских, для взрослых вещей. Очень легкий. Если вы будете смотреть по записям и вязать этот узор по описанию, то ничего сложного он из себя не представляет. Под видео я оставлю ссылку на пошаговое описание узора текстовое. И вы можете вязать не только по видео, но и по текстовому описанию. Надеюсь, вам понравился этот простой рельефный узорчик. Если понравился, вяжите вместе со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.